Здоровеньки булы! Сегодня, согласно тематике видео, поговорим про особенный танк с особенными двигателями, которые, с одной стороны, дают ему немалые возможности, а с другой, существенно усложняют эксплуатацию. Речь, конечно же, о газотурбинных двигателях, сокращенно ГТД, превращающие обычный танк в некое подобие звездолета. Хотя кто-то еще называет это чудо пылесосом. Это силовой агрегат, в котором энергия сжигаемых газов преобразуется в механическую работу на валу газовой турбины. Такие движки применяют в авиации, судостроении и при создании спортивных автомобилей. Газотурбинные двигатели, устанавливаемые на танках, имеют при схожих с дизельными размерах гораздо большую мощность, меньший вес и меньшую шумность, а также меньшую дымность выхлопа. В то же время подобные агрегаты требуют большего количества топлива. У советского газотурбинного Т-80 непростая судьба. Он был принят на вооружение в 1976 году и изначально выпускался на Кировском заводе в Ленинграде. Танк успел поучаствовать только в одной военной кампании, проводившейся российскими силовиками Первой Чеченской. Тогда вскрылся главный недостаток боевой машины – чрезмерная прожорливость двигателя, приводившая к непланомерным остановкам танковых колонн во время марш-бросков. Допустим, дизельные Т-72 расходуют около 240 литров на 100 километров, а газотурбинные Т-80, в зависимости от модели двигателя, до 420 литров. Западные эксперты считают, что высокие потери и технические недостатки 80-ок в Чечне – было уничтожено несколько десятков машин, повлияли на решение Минобороны РФ больше не отправлять эти машины в горячие точки. Какое-то количество различных модификаций Т-80 использовалось украинскими силовиками в Донбассе. В 2015-2016 годах Киев расконсервировал для участия в АТО десятки старых машин советского производства, но точных данных об эффективности их боевого применения в конфликте на Донбассе нет. Некоторое количество Т-80 участвовало в вооруженном противостоянии повстанцев-хуситов с правительственными войсками и силами арабской коалиции в Йемене. Партия из нескольких десятков машин была поставлена в 2013 году йеменскому правительству. Чрезмерная прожорливость и непрактичность газотурбинных Т-80 неоднократно были поводом для скепсиса среди российских военных и аналитиков, многие из которых полагают, что эта машина создана исключительно для выставок и участия в показательных выступлениях, а не для войны. Впрочем, динамические характеристики летающего турботанка действительно до сих пор производят сильное впечатление на гражданскую публику. Сейчас на вооружении ВС РФ находится около 500 Т-80БВ и Т-80У, еще около 3000 танков стоят на хранении. С 2016 года в воинские части на Крайнем Севере поступили несколько образцов модернизированных на предприятии Омсктрансмаш танков Т-80 БВМ. У машины усовершенствована система управления огнем. Танки оснащены многоканальным прицелом наводчика Сосна-У и встроенной динамической защитой Реликт. Считается, что ГТД лучше заводится и лучше обогревает салон в условиях аномального холода. На Украине с 2009 года вторую жизнь получила дизельная модификация танка Т-80УД. На ее базе в Харькове был разработан ОБТ Т-80БМ «Оплот». Вернемся к главному недостатку газотурбинных Т-80 – очень прожорливый двигатель. Если экипажи подготовлены, если машина хорошо отрегулирована, двигатели подтверждали свои паспортные данные, но в реальной войсковой эксплуатации прожорливость Т-80 оказалась еще выше. В 2-3 раза больше, чем прописано в документированных тактико-технических характеристиках машины. Кое-кто назвал Т-80 стальным гробом, опираясь на опыт чеченской кампании. Но большие потери Т-80 в Чечне обусловлены стечением обстоятельств и неграмотной тактикой применения танков, а не конструктивными особенностями машины. Единственные случаи, когда Т-80 действительно проявлял свои недостатки – марши танковых подразделений. Танки Т-72 проходили их в установленное время,
Колонны 80-ок вставали из-за того, что на марше у них заканчивалось топливо. Еще один нюанс. По своим техническим характеристикам Т-80 оптимизирован для средней скорости движения, выше 40-45 км в час. Скидываешь скорость, повышается расход топлива. Статистика реальных танковых маршей показывает, что средняя скорость движения танковой колонны 30-40 км в час, и ходовая Т-72 и Т-90 оптимизирована под эту скорость. Т-80 изначально создавался как одиночный танк, о его эксплуатации в колоннах никто не задумывался, да и танки поодиночке никогда не используются. Во всех остальных характеристиках – защита, вооружение и другое – танк в принципе мало отличается от Т-72 и Т-90. Могу также выделить особенность этого танка, так как лично ездил на нем. Дело в том, что за счет силовой установки танк проще в эксплуатации. ГТД обладает лучшей приемистостью. Соответственно, машиной приятнее управлять. Во время движения меньше нужно переключать передачи. Механик-водитель меньше переутомляется. Т-80 расходует относительно мало масла. При этом, если двигатель ломается, нет необходимости для экипажа лезть в моторно-трансмиссионное отделение и стоять там по колено в мазуте. Т-80 восстанавливается посредством замены моноблоков целиком. Экипаж в ремонте танка практически не участвует. Отдельно хотел бы заметить об особенностях запуска этой коробки в мороз. Турбина действительно в морозы запускается без проблем, но лишь в одном случае, если полностью заряжены аккумуляторы. Если мы говорим о дизелях, то мы можем полчаса промаяться, используя подогреватели, и в итоге машина будет заведена. Но в случае, если сел аккумулятор на 80-ке, нужно либо подгонять вторую машину, либо нести аккумулятор из теплого места. В трансмиссии масло замерзает так же, как и у других танков. Лучшая приемистость ГТД позволяет Т-80 лучше ездить по каменистой почве. Похожие рельефы есть на Кольском полуострове и на Камчатке. Но скорость при этом маленькая, а расход топлива огромный. Кроме того, турбине нужно для работы очень много чистого воздуха. В пыли, в степи, в пустыне турбина моментально забивается. Требуется специальный режим очистки. Износ существенно возрастает. Лет 10 назад танковые конструкторы вели целые войны вокруг целесообразности газотурбинных двигателей. Питерцы отстаивали преимущество турбины, тагильчане – дизелей. По моему мнению, в данной ситуации дизель практичней, но в будущем, возможно, будет решен вопрос с оптимизацией расхода топлива. Есть целый ряд перспективных направлений, позволяющих снизить прожорливость ГТД. Кроме того, как показывает практика, масса танков у нас постоянно растет. В процессе модернизации вес машины существенно возрастает. Мощности двигателя уже не хватает для того, чтобы обеспечить заданные по ТЗ характеристики. У нас же есть еще в 1980-е годы созданные турбины, в частности двигатель ГТД 1500. Двигатель строения в РФ сейчас в упадке. Проблема с движками не только у танков, но и у легковых автомобилей. Отдельная проблема – разработка узлов для двигателей, которая проявляется во флоте и авиации. Но наработки есть, как и реальные образцы двигателей. Мы просто не можем отказаться от этого направления, чтобы не потерять последние наработки. Так почему Минобороны до сих пор не отказывается от непрактичных 80-ок в войсках? В 2009 году была принята концепция развития бронетанковой техники, из которой Т-80 с газотурбинными двигателями были вычеркнуты. Предполагалось, что оставшиеся машины доработают свой ресурс и будут списаны, но реалии нашей экономики привели к тому, что армия осталась без современных танков. Т-90 принят на вооружение в 2005 году, но серийно выпускался только 5 лет. В армии их всего несколько сотен. Есть еще модернизированный Т-72, при этом модернизация проводится частично и по упрощенной схеме. Обновляется в основном только система управления огнем. Слегка защищенность от легких противотанковых средств. Как показал опыт Сирии, лобовая часть наших танков еще обеспечивает относительную защиту, но у боевиков были устаревшие ПТРК ТОУ. Минобороны решила пропустить через частичную модернизацию максимальное количество машин,
чтобы на случай большой войны у страны был хоть какой-то запас бронетехники. Сюда же попала и 80-ка со своим газотурбинным двигателем. Так что выжирать Соляру предстоит еще как минимум десяток лет. Напишите в комментах, что вы думаете о расходе 400 литров на 100 км, и соедините это с ценами на бензин в вашем городе. А я желаю всем хороших выходных. С вами было ваше искусство войны. Врум!